Короб с фанерным дном, или же в моем случае я в этот раз взяла ДВП. Посмотрю, как с ним работать. Здесь он толщиной 5 миллиметров. ДВП, значит, я его покрасила тем же составом, которым я и трубочки свои красила. Вот видите, я сделала такую хаотичную окраску. Ну, так мне вот придумала. Здесь он был изначально белый, а теперь стал вот такой. А здесь цвет дерева был темного дерева. Ну, я тоже решила этим же составом покрыть, чтобы одинаково было. Ну, вот это я буду использовать как внутреннюю часть. Это как с изнаночки. В общем, смотрим на икру здоровья. Я, чтобы не скользила, линолеума кусочек вырезала. И немножечко мне нужна возвышенность. Я беру миску. Миска вот такая, обычная. Что захотите, вы возьмите для возвышенности. Так, и сюда устанавливаю груз. Любой груз, какой вам нравится. Мои трубочки из полосы 8,4 мм. 8,4 мм. Окрашены уже и обработаны. Затем я их увлажняла методом окунания в воду. И выстаивались они у меня ночь, отлеживались. И утром я их достала кончиками наружу. И они еще подсохли часа 3, даже 4, да, вот. Так, можно ими работать. Значит, в ДВП у меня везде на расстоянии 3 сантиметров, 3 сантиметра я расчертила и просверлены отверстия. 3 сантиметра от стоечки к стоечке. И от края где-то пол сантиметра. Значит, смотрите, как я поступаю. Моя трубочка. Так, в любом месте начинаю. Моя трубочка длиной 30 сантиметров. Там, где скрутка, не там, где раструб, где широкий край, где капы клея, а там, где скрутка. Ввожу я буквально до той части, где вот скрутка и есть. Вот так. Вот. Трубочки беру и просто помещаю. Так, несколько трубочек поместила. И вот я что делаю. Завожу. Просто завожу одну за одну. Вот помещаю и завожу. Помещаю. И так по всему периметру я сделаю. Широким краем, скруткой вниз. Ой, не широким краем, скруткой вниз, да. Так, все, делаем самостоятельно. Вот как это выглядит сбоку. Все мои стоечки с этой стороны, с нижней и с верхней. Вот завела. Теперь последнюю стоечку я слегка приподниму и просто вот так завожу. Все поправим. Вот так. Так, вот этот вот краешек мне кажется широким. Я хочу его заполнить. Этот способ я подсмотрела у мастера Алены Бугровой. Мне он очень понравился. Вот смотрите, берем 2 трубочки и завожу я под стоечки. Сейчас я и буду оплетать веревочкой из 2 еще краешек. Ну вот, плетем. Оплетаю, но она выставляет ровненько, а мне нравится больше стоечки, когда под углом. Вот смотрите, вот так вот я их выставляю не от центра ровные, а вот под углом. Вот, оплетаем теперь все веревочкой из 2, весь краешек. Так будет более аккуратно. Хоть это и изнанка, донышко, но оно будет выглядеть аккуратненько. Так, здесь наращивание, ну, в общем, веревочкой из 2 проплетем самостоятельно.
Так, подошла я к началу и завершению ряда. Здесь я состыковываю. Так, вот мои хвостики заправленные вниз. Это я начинала. Так, вот я сейчас буду заканчивать. Вот этот хвостик у меня идет над стоечкой под вот эту вот первую трубочку. Подрезаю и шилом его туда запрячу. Под низ. Так, плетением поджимаю, а нижнюю просто подрезаю. И тоже туда ее заправляю. Так, все. Так, переворачиваю я свое изделие. Теперь мне надо работать на эту сторону. Опять на место возвращаем утяжелитель. Так, вот что мы имеем на эту сторону. Коротенькие наши стоечки. И здесь вот мы будем валик делать этими длинными. Начинаем с любого места. Так, вот это у нас, да, и значит считаем 1, 2, 3, 4 за пятую. Вот у нас начало, да, вот ее. И считаем 1, 2, 3, 4 за пятую. Берем следующую. Так, здесь немного надо подрезать. Вот это все-таки длинное будет. Хотя я могу вот так вот это на краешек пускать. Сейчас посмотрим. Берем за следующую и заводим. Вот, смотрите, была у нас за эту заведена. Теперь за следующую. Сейчас я посмотрю, нужно ли мне будет обрезать. Пока что я не вижу смысла. Так, уложила и за следующую. Уложила, беру, ну, крайнюю, и с нее уже работаю. И за следующую просто стоечку завожу. Вот так. Эти хвостики расправляю чуть ниже на ребро нашего ДВП, чтобы оно его закрывало. Когда будет просвечиваться, или будет, или не будет, ну, перестрахуемся, то его не видно будет просвеченное. Так, следующее. Уложили. Уголки у меня в ДВП закруглены, срезанные, закругленненькие такие они. Так, здесь я вот так вровень подрезаю. Так, сюда поворачиваем. Поворачиваем. Уже пошел угол. Заводим. Так, не заламывая ее, не приплюскивая трубочку, мягко я ее вывожу за стойку. Я не люблю приплюснутые трубочки, поэтому я их аккуратно укладываю, не давя на них. Так, вот на ребро улаживаю вот эти трубочки. Все-таки пусть они здесь будут, они закроют ребро ДВП. Так, вот. Трубочки должны быть в меру увлажнены, ну как для плетения, чтобы они не были и мокрые, и сухие. Так вот. Ну что ж, самостоятельно доделываем. Подошла я к началу ряда, теперь состыковываем. Ну, все по узору. За крайнюю берем
Заводим за следующую стоечку по узору. Смотрим, здесь мне надо уже под валик спрятать краешек. Слегка обрезаю, уже у меня весь не войдет. Шилом приподнимаю здесь стоечки и прячу в плетение так внутрь. Точно так же и эту трубочку последнюю. Так, здесь где-то она у меня будет внутри плетения. И все. Теперь все надо расправить. Смотрите, мой валик получился жиденький. Вот что я имею в виду. Вот такие пустоты. Это некрасиво смотрится. Вот здесь я уже начала делать. Вот он, смотрите, такой толстенький. Трубочка к трубочке. В общем, ровненько все. Что я делаю? Почему это происходит? Потому что расстояние между стоечками, вот расстояние вот это вот, если оно больше 2 сантиметров, а то тут у меня 3 сантиметра, то да, будут вот такие вот пустоты, которые сейчас мы с вами заполним. Так, что я делаю? В любом месте, опять же, начинаем в любом месте. Берем нашу рабочую тоже трубочку, тот край, где мы капаем клей, широкий край наш, и срезаем ту мягкую часть. Все, вот это где-то 2 сантиметра, тоже под уголочком. Там надо нам, где самая плотненькая вот эта часть. Так, и, значит, в любом месте начинаем. Но я уже здесь начала. Вот я начала, вот сюда вот заполнила, и через 2 опять заполнила. И так я и буду делать через 2. Раз, два. И теперь вот сюда сюда просто в плетение шилом делаем небольшую углубление и вставляем нашу трубочку. В нашем валике делаем такое вот пространство. И туда помещаем. Сейчас я переверну. Пальчиком здесь зафиксировала. И показываю вам на эту сторону, как оно выходит. Вот моя трубочка. Все. И за стоечку я ее вывожу. Подрезаю. И прячу ее в плетение. Вот сюда. Опять же поправила. Все. Переворачиваем изделие. Берем уже подрезанную трубочку. И смотрим, где мы уходили. Вот, значит, отсчитываем. 1, 2 стоечка. Вот сюда. Вот, сколько она входит там. Главное, чтобы это все красиво было. И все, начинаем формировать. Держу пальчиком. И на эту сторону выхожу. За стоечку. И так через 2 трубочки я наш валик уплотняю. Так, вставляем, в плетение прячем. Вот, смотрите, теперь получается, какой у нас валик. Толстенький, нигде никаких у нас плешивостей нет, все у нас ровненько. Вот, и так через 2 трубочки я уплотняю весь валик. Смотрите, он какой был жиденький. Вот, конечно, никуда не годится. И вот такой мы его сделаем.